Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Ну что, друзья, мы в Панаме, наконец-то. Целый день мы в этих перелетах, 8 часов сидели в аэропорту. Очень устали. Пока на этом все. Наверное, следующим будет обзор нашего номера панамского. Надеемся, что багаж наш перелетел. Первое, что почувствовали, что здесь наконец-то тепло, даже жарко. Будем греться. О, мы нашли свой трансфер. Тут такая жара, особенно после всех этих Перу и Боливий. Мы одеты вообще не по погоде. Я иду в пуховике, в костюме Катя в пуховике вон еще пока не одета. готова раздеться. Не Просто капец жара. В общем, живем мы не в самом благополучном районе, к сожалению. Теперь понятно, почему не стоит выходить в темное время суток. Так как мы любим. Да, экстрим. Okay. Друзья, наконец-то мы добрались до нашего номера. Вот так вот выглядит. Есть большая кровать, телевизор, сейф, подобие шкафа, холодильник и даже своя кухня. Сейчас посмотрим ванну с туалетом. И вот такая вот у нас душевая. Ну, вроде как все чисто, аккуратненько. Катя не показала самое главное, какой у нас потрясающий вид с кухни выходит на Панаму. Вы посмотрите. О, вот это да, конечно. Стоило за это заплатить. Ну, вот такая вот обстановка окружает наш отель вокруг. Единственный центр там такой вот цивилизации — это казино. Ну, чтобы вы понимали, казино охраняют охранники в бронежилетах и с оружием. А мы вот пытаемся дойти до моря. Честно говоря, наверное, похуже, чем даже при выходе из красной ветки фуникулера в Ла-Пасе, да. Такая вот. Некоторые товарищи совсем, мне кажется, какие-то неадекватные ходят. Друзья, в общем, в такой обстановочке мы сидим. Заказали себе курицу. Как мы подняли, там порцию на двоих. С чем? С картошкой? С чем она будет в итоге? Долго там пытаться понять, сколько, короче, она нам сказала, что нам хватит на двоих. Мы так поняли. Стоит это все $9.75. Доллары тут именно США, тут ничего переводить не надо. Вот эта порция курицы. В общем, это ровно половина. Вдоль. Курица гриль и картошка. Овощей нам не дали. Доели мы свою курицу, а на улице тем временем потемнело. И дорога обратно не будет веселой, мне кажется. Короче, ананас стоит $2. Бананы, я не знаю, 6 штук, $1,6. Авокадо, одна штука большой, $1. В общем, мы в районе автовокзала, поэтому здесь так криминально. Вот это казино находится в нашем же здании нашего отеля.
Только мы с другой стороны живем. Сегодня вечером пойдем отыгрывать все, что потратили на путешествие. Обратите внимание, как полицейские ходят. Помповыми ружьями, бронежилетах. Tu principio, por tu mandamiento, por tu decreto, Dios. Oh bendito por tu misericordia. Donde encontrar almas de gloria. Oh bendito, aleluya, santo. Bendito, aleluya, aleluya. Jesus. Oh bendito, aleluya. Ладно, казино проходим мимо. Завтра сходим. Вот и наш отельчик. Светится всеми красками. Доброе утро, друзья! Сегодня 41-й день нашего кругосветного путешествия. Мы вышли из отеля, ожидаем такси. Сейчас поедем на Панамский канал смотреть. Вот такой у нас вид, когда выходишь из отеля. Не знаю, нам нравится, да? Очень. Очень нравится. Баскетбольная площадка вот есть. Вчера ребята играли, звали играть. Мы не пошли, устали очень. Может, сегодня. безопасно. Да. Хорошее место. Так что продолжаем наше путешествие. Сейчас включимся в кафе. Мы едем в кафе попить кофе. Где-то недалеко от Панамского канала как раз. Поездка на Убере от нашего отеля до канала стоит всего $3. А ехать минут 15 где-то, да? Да. Сейчас мы едем к этому кафе. И в отзывах читал, что в этом кафе, когда сидишь, видно, как проезжает поезд грузовой, который соединяет два океана. То есть, видимо, не все проплывают через Панамский канал, кто-то что-то выгружает, переезжает по суше на поезде и опять загружает в корабль. Приехали в кафе, оно, не знаю, непонятно почему закрыто. Написано, что в воскресенье работает с 0 до 0, то есть, не знаю, круглосуточно, что ли. Или наоборот, то, что он не работает. Да, ладно, пойдем пешочком, дойдем до Панамского канала. Короче, идем пешком по трассе. 2 километра нам идти от этого кафе неработающего до Панамского канала. У нас нет интернета, нет сим-карты, поэтому такси вызвать мы не можем. Осталось нам идти меньше километра. Остались какие-то люди на машине. Сказали, что канал закрыт сегодня. Что-то случилось. Это очень печально. Короче, то место, куда мы ехали, закрыто. Охранник сказал, что надо ехать в Педро Мигель. У нас нет ни интернета, ничего. Хорошо, что еще один парень остановился. Вот. Он едет в это тоже Педро Мигель. Попросили его довести нас, он согласился. Может, все-таки мы увидим Панамский канал. Друзья, ну вот то место, в которое мы приехали. Называется Педро Мигель. Здесь куча автобусов. Сетка рабица с колючей проволокой натянута. Ну, хотя бы мы добрались. Вот он, Панамский канал. Я так понимаю, все, наверное, ждут, когда поплывет какой-нибудь большой корабль. Ну, вот такое зрелище. Кадры, конечно, очень красивые. Панамский канал. Не так мы себе представляли, да? Вообще не так. И Панаму, и канал. Летать на дронах здесь запрещено. Но, кстати, наш дрон теперь работает почему-то только в автоматическом режиме. Он не подключается к Wi-Fi, к телефону, к пульту. Поэтому мне так обидно, что летать здесь нельзя. Пытаемся снять таймлапс. В общем, добрый человек раздал нам интернет, мы вызвали Uber и сейчас едем в парк. Говорят, что как бы джунгли посреди города, возможно даже встретить диких зверей. Доехали до парка, купили билеты, билеты стоят по $5 человека. Идем в сторону смотровой площадки. Если мы правильно поняли, то весь путь у нас займет час туда, час обратно. Здесь нет ни кафе, ничего. Это
типа дикие джунгли, живут все эти животные. Никто не гарантирует, что мы их увидим. Вот такая возможность есть. Вот. Мы начали отсюда. Сейчас мы здесь. Вот дойдем сюда. Ну и вот главное вообще место. Смотровая, самое главное. 160 метров чего-то там. Вот какая. Ползет. Только зашли и тут же. Мне кажется, это ленивец, Кать. Да. Это как в этом мультике, да? Зверополис. Кать, позови, может он придет. Вот такого мы видели, но далековато, конечно, хотелось бы поближе. На деревьях кругом налеплены вот такие вот гнезда чьи-то. На деревьях не писать, на лианах не кататься. За что деньги уплачены, непонятно. В итоге сегодня мы еще ничего не ели, потому что нигде нет кафе, а первое было закрыто. Катя предлагает съесть что-нибудь из того, что тут растет. Нашли хлебное дерево. Вот оно с такими плодами. Но мы дошли до смотровой. Вот так должно выглядеть. Сейчас мы поднимемся и увидим, так или не так. Так, обрадовались водичке. Она не работает. Это самый длинный маршрут в этом парке. Дорога у нас заняла до смотровой площадки чуть меньше часа. Панама как на ладони. Зашли в популярное кафе с хорошими отзывами на Google. В основном, конечно, наверное, уклон больше на морепродукты. Мы, наверное, выберем себе осьминога и рыбку. Сейчас покажем, как это выглядит. Ну, возможно, еще эмпанадос возьмем. Цены в долларах. Подали эмпанадос с морепродуктами. Будем пробовать. Вот так вот выглядит мой осьминог. И Катина рыбка. Вот такая. Сейчас будем пробовать. И вот такой вот счет нам принесли. Вот в каком-то таком отеле надо жить. Мы его не смотрели, кстати, «Магнолия». Очень похоже, что мы смотрели. У нас там произошла вообще неприятная ситуация с бронированием на букинге. Мы забронировали отель, вроде хороший по отзывам. Но впоследствии они написали, что цена увеличивается за уборку номеров еще плюсом $50. Да, то есть в 2 раза увеличили цену. Ну и мы отказались от него, естественно. В самом центре исторической Панамы вот очень много таких вот заброшенных зданий. Есть какая-то вывеска 312 квадратных метров. То ли продается, то ли еще что-то.
Катюша выбирает колечки, а сделано не вот из этого фрукта. Ну, название я не запомнил. Как называется? Corn. Tawa. Тауа. Tawa. Тауа. Вот из этого сделаны колечки. Угу. Стоит $12. Thank you. Наконец-то мы дошли до воды. Но вот первое место, она вообще никак не оборудована. Песочек. Ну, наверное, это все-таки, не знаю, здесь, наверное, никто не купается. Очередной заброшенный дом. И вот он находится, ну, прямо на набережной. Решили в этом баре попить водички. Получилось сколько? $7. $7. Но место красивое, необычное. Бар классный, наверное. Какое-то интересное место, видимо, у них какая-то традиция есть. Кажется, что на день рождения, да, вот они приезжают сюда, наряжаются в платье, и тут у них проходит фотосессия. Очень много таких девушек в платьях, а рядом ходит кто-нибудь с шариками. Особенность автомобилей в Панаме, у них нет номеров спереди. Номера только сзади. По поводу китайских машин в Панаме. Да, впрочем, как и везде, где мы были. Вот одна стоит. Джак. Но это действительно редкость большая. Китайских машин, как в России, тут нет. Хотя явно люди живут победнее. Хорошая кофейня, нам очень понравился кофе. Да, Именно здесь только, наверное, мы нашли Flat White. Да, Вот. по стоимости отдали $7.25 за 2 кофе. Ага. Вот, очень вкусно и в центре. И вот мы возвращаемся в наш райончик, полюбившийся. Вот такая обстановочка, уже привычная нам. И идем мы в сторону рынка, рыбного рынка. Посмотрим, что там продают. А вот обратная сторона Панамы. Панамы и рыбацкого, как это не рыбацкого, рынка Морепродуктов. рыбного, да, рынка морепродуктов. Вот такая грязюка здесь. Сейчас отлив, похоже, и вся грязь на виду прям. Без лоска, без фильтров. Вот цены. Это кафе прямо возле рынка. То есть самое свежее, самое вкусное. Но цены вы видите, цены в долларах. This is dollar. Yes, sir. I give you ceviche, this one, courtesy for the house. And for the appetizer, I give you clams, this one, courtesy for the house. Вот еще одно кафе. Цены, я по-моему, примерно такие же везде. Да. Я так понимаю, есть варианты. Минимал, максимал. Окей. Просили у человека, который показывал нам прайс, где находится маркет. Он бросил свою табличку с меню и повел нас показывать, где вход на рынок. Ну, рынок уже закрывается, большого ассортимента нет, но то, что мы можем показать, там вот тут тунец, филе тунца, $4, насколько мы поняли, стоит килограмм. Проходим заправку, вот такие цены в долларах на бензин.
Вернулись мы на то же самое место, где вчера покупали фрукты. А что это за корни, Кать? Хрен какой-то, что ли? Bebé, 15 tortillas, $1. 15 tortillas, $1. Сейчас у той же тетечки купим ананас. Был очень вкусный. Покупаем виноград, $1 килограмм. Смотрите, на плече попугай сидит у девушки. Приехали в большой супермаркет. Название напишем внизу. Нам нужна карточка для камеры. У нас все закончилось. Не мог пройти мимо. Сейчас посмотрим цены. Футболочка Лакост $105. Такая вот футболочка $60. Футболочка зеленая $50. Кроссовки в районе $140. Кеды в районе 110. И вот по акции 88. Вот такая футболочка $50. Но можно поменьше размер. Купили футболочку мне. В итоге надо обращать внимание, что цены указаны без учета налогов. Не нарушая традицию, первым делом в аэропорту стойки Том Форд. Вот они. Друзья, всем привет! Привет, привет. Закончилась наша поездка в Панаму. Изначально все пошло не по плану, вот, сократилось время. Потом, когда в итоге, ну ладно, мы прилетели, заселились в отель, выяснилось, что мы немножко неправильно выбрали локацию в Нашего Панаме. отеля, да. Мы, получается, были в самом, наверное, худшем районе. Да, это как бы вроде бы недалеко от тех мест, которые мы хотели посетить, но оказалось, что это район фавел, трущоб. Я не знаю, там такие персонажи были, но я думаю, вы уже увидели некоторые кадры, а мы увидели, наверное, еще чуть больше, не все попало на видео. Вот. Ну, как бы ничего страшного, все нормально, никаких проблем у нас не возникло. Да, мы ночами не ходили, старались сразу Да. же, ну, как бы быстренько домой. Вот. Это тоже была наша ошибка, так что, если что, выбирайте район либо исторического центра, либо Новый район, где там да, новостройки, все где бизнес-центры, торговые центры. Там совсем. Мы посмотрели, в общем, 3 вида Панамы. Есть Панама, где мы жили. Туда лучше вообще даже не заходить. Есть Панама историческая, очень красиво. Да, колоритные домики, красивые, цветные, так уютненько очень, ну, все очень Единственное, красиво. почему-то очень много заброшенных зданий, неиспользуемых, которые там не без крыши, без окон, без дверей. Непонятно, почему так происходит. Вот. И третий район – это как раз деловой центр, где небоскребы, Торговые центры. все да. роскошно, богато и так далее. В целом по стране нам хватило и того времени, которое у нас осталось. Мы хотели чуть больше. Единственное, да, забыл сказать, мы чуть-чуть не так попали на Панамский канал, как хотели. Вообще изначально там есть определенная локация со смотровыми площадками, где ты приезжаешь и смотришь, как происходит наполнение вот этих вот, назову их бассейнами, да, когда кораблики переплывают из одной части, из Атлантики в Тихий океан. Но мы приехали, оказалось, что закрыто на Все несколько закрыто, дней. да. Как мы поняли, что это связано с погодой, но вроде погода была нормальная, но, в общем, закрыто, И нас не и пустили. нас туда да. не пустили. Хорошо, что нам встретился парень, который тоже приехал на такси, он был из Арабских Эмиратов, да? Саудовская Аравия. Саудовской да. Аравии, да. Вот, он тоже хотел попасть, тоже не попал. Нас подхватил, да, и мы вместе доехали на такси до следующего места. Это было уже место не такое хорошее. Да. Видно Панамский канал, но сетка рабица, колючая проволока, куча автобусов, людей тоже приехало смотреть в это место. Ну, как-то сняли. Ну, не знаю, Панаму стоит посетить, если есть такая возможность, несколько дней. Да, можно. Да. Проездом. Есть еще варианты посещения Панамы как пляжный отдых. Здесь есть, может тоже посетить Карибский бассейн, красивые пляжи. Мы не были, видели только на видео, на картинках, но мы выбрали пляжный отдых В следующей в нашей следующей стране. стране, да. Почему? Потому что сейчас в Панаме как бы считается сезон дождей, и, возможно, в этих местах будут дожди, возможно. Вот. И, скорее всего, здесь будет подороже, чем следующая локация. А в следующей локации мы можем увидеть китов, да, вот, Пингвинов.
китов, пингвинов, возможно, да. И мы выбрали все-таки другое место. Мы уже забронировали там жилье на побережье. Ну, все увидите в следующих видео. Не забудьте подписаться. Конечно, и лайки. Да, ну потому что как-то да, ну 85% людей смотрят без подписки видео. У нас и так немного ни зрителей, ни подписчиков, Да. а еще и не подписываются. Нам было бы приятно, если бы вы все подписались. Что еще? По ценам, ну, скажем так, цены повыше, чем в предыдущих странах, чем в Перу, чем в Боливии. Да, из всей Латинской Америки здесь подороже. Да. И еда, и кофе, ну, соответственно, съем жилья тоже дороже. Причем даже цена не определяет качество. Мы были вчера в заведении, более 4000 отзывов, Да, все рейтинг положительные. 4,9. Находится в историческом центре кафе, оформлено тоже так здорово Да. все. Мы взяли 2 самых дорогих блюда, которые были в меню. Вот этот, как он там? Рыбу и осьминог. Да, рыба и осьминог, Да, да. Решили себе и- позволить. Ну, как бы рыба у меня вообще была пресная, сухая. В Боливии за эти деньги мы бы съели намного вкуснее, Да. намного больше. Да, мы отдали порядка, наверное, $60 за 2 блюда. Да, И там воду нам как бы воду, дал да, что-то дорогую. такое. Ну, $50-60 мы отдали, ну, как бы это вообще того не стоило. да, кстати, еще такой момент. Если вдруг у вас есть какие-то замечания, пожелания, потому что мы вообще, ну, как бы, новички в этом деле, вы можете писать, мы рады критике, Да, будем принимать во внимание все замечания. потому что для примера мы отправили свои видео на один канал, ну, такой кабельный канал, скажем так, не федеральный, посвящен путешествиям. Сказали, все здорово, все классно, но есть замечания, там, горизонт завален, звук не там что-то, очень. да. Ну, вот, ну, если бы нам этого не сказали, мы бы так и дальше бы снимали. Сейчас мы стараемся что-то исправлять в этом плане. И если вы что-то подскажете, будет тоже здорово. Да, потому что со стороны это все-таки виднее, что не так. А, Поэтому мы будем только рады Да. замечаниям, каким-то подсказкам. А так пока. До встречи в следующей стране. Да. Пока-пока.